Привет, друзья! Всем В здравствуйте. видео мы находимся в небольшом городке. Городок называется Чемпин. И пройдем, покажем вам этот город. Да. Вам будет интересно видео, поддержите лайком за нашу работу. Пашка все за нас сказал. Нам не нужно теперь свой ротик Мы только открывать. вот так. Да, только соглашаемся, да, Ну, Паш? идем, да, погнали. Привокзальная площадь, где можно свои машины оставлять. Оставил машину, допустим, далеко ехать в Познань, сел на электричку. Электрички доступные по цене, да, вот, допустим, городской маршрут. По городу передвигаться 180 злотых в месяц стоит. Это покупаешь такой себе абонемент и катаешься по городу. Как в пригородах, сколько он стоит, этого я не знаю, но то, что факт, вот оставил машину и поехал поездом до Познания, это факт. Как сами видите, все культурно, цивилизованно. Этот городок имеет население 5500. И let's go разом zobaczymy to miasteczko. Я думаю, нам понравится. Но мы тут еще не были. Мы здесь еще не были, да. Городок такой классненький, солнышко светит. Цивилизованная остановочка. Есть где посидеть, стеклом закрытая, застекленная. Во. Цивилизация. Почему я раньше не восхищался вот этими всеми... Но зато правдиво будет сказано. Это будет правдиво и в адрес своей страны, да. Почему я раньше не восхищался вот такими вот просто вот элементарными вещами, которые есть в Польше. Дороги, инфраструктура, остановки, знаки. Да потому что у нас такого нет. Комфорт здесь. Комфорт для жизни. У нас такого нет. У нас нет комфорта. По крайней мере, буду говорить там, где мы жили. За наш город. Не буду за всю... За столицу там. Да, за всю Украину говорить. Я говорю только там, где мы жили. Домик красивый справа. Да? Согласны? Ну. Кстати, это что-то у нас... А, предшколы, так? Да, здание, наверное, какое-то административное. Да. Погода классная. Обратите внимание на эти вот деревья. Какие они разноцветные становятся. Октябрь месяц на улице. 20 число. Изумительно. Вообще шикарная погода. Солнышко светит, солнышко нам прям сопутствует для прогулок в таких городках с Пашей, знаным блогером Познания. Привет все. Паш, Вот ты видел? он, Кипченко, запомните его. Я его запомнила. Да. Запоминаем. Вот, начинаем осматривать этот городок Чемпин. Ну вот что вы скажете? Смотрите, ухоженно, цивилизованно, все сделано. Да тут ничего не скажешь. Тут просто бери. Да, это какая-то школа. Бери просто вот гуляй, наслаждайся. И еще знаете, что в комментариях постоянно часто пишут? Почему вы не работаете? Почему вы часто снимаете? А вы думаете, А кто YouTube... вам зато платит? А вы думаете, YouTube это легко? Это Вот. тоже работа. И я скажу так, мы работаем, но в свои выходные мы ездим по таким Мы не городкам. пиво пьем шашлыком, как все это делают. Путешествуем, и вот Да. Поэтому снимаем, показываем, Те, кто ведем пьют, свои каналы да, на да. YouTube. Да, Те, кто пьют пиво шашлычком, их не видно и не Я думаю, слышно. друзья, вот так скажу И вам, думают, что они... Если бы мы снимали, как мы пьем пиво, то людям бы не было интересно. правильно тоже. Да и Правильно здоровье говоришь. нужно Ну, свое делать. Вот. Так что, ребят, вот почему вы нас так часто видите Видите, да. на каналах, потому что мы работаем. И в процессе своей работы, в выходные, там у нас бывают еще, да, Польша имеет, точнее, наша работа в Польше имеет 3 графика. Это с утра до обеда, с У меня обеда, такой самый график. с обеда до вечера и ночная смена. И в этот вот период мы ездим, смотрим и вам показываем. И вот ответ на все вот эти ваши вопросы, почему вы не работаете. И часто пишут социалки, типа вы на социалках сидите, Да, вы да, не да, хотите работать. А вы- ну-ка посмотрите на них. Монстр, Они монстр. вы посмотрите на них. Вы действительно считаете, что они сидят на социалке? Вы думаете, что такую одежду дают в гуманитарках, я не знаю, социалках? Нет, конечно, это все. Ну, пускай думают. Я думаю, люди есть, которые так не думают, и большинство таких Это людей, все покупается за которые так деньги, не которые думают. заработанные. Никто вам такое не подарит и не даст.
Ну вот, Никогда. похож Те же человек? телефоны, вот у Павла, у Виктора айфоны. Вы думаете, они в гуманитарках это взяли или на соцпакетах каких-то? 13 Pro Max. Он Вы ду- заработал Социалка честным была, трудом. телефон такой. Заработали честным трудом, пахали, где-то откладывали, где-то не доедали, где-то экономили. Вот. Такие телефоны обязательно Да. нужны. Пускай пишут. Комментарии, знаете, тоже нужно. Что пускай пишут. Плохой люди. комментарий тоже комментарий. Да, дизлайк тоже поддержка каналу, лайк тоже поддержка. Так что мы работаем, мы не сидим на шее в государстве. Просто отвечаем на ваш комментарий, который пишется. Как бы Ну да, людям по все равно надо комментариям, отвечать на вопросы, которые задаются. Ну, Да, которые задают, так же само, чему не вальчишь о свой край. Я так же само говорил, что я хочу жить, еще молодой есть, вот 30 лет мне, вот еще хочу семью, как бы, а умирать я не хочу. Вот и все, простой ответ. прошу bardzo. Вот, Простой ответ на вопрос. Все. вот посмотрите на мою Викторию. Она похожа на человека, который живет на социалке. На гуманитарках. На гуманитарке, на социалке. Она же не сидит на шее в государство. Она берет своими ручками и работает. Тяжело работает, потому что у нас чужая страна, у нас нет ни жилья своего, у нас здесь ничего нет. И нам, как нормальным людям, хочется работать и зарабатывать, но не сидеть на социалках. Нам это не нужно. У нас Ну есть... и давайте честно, раз уже такую тему подняли, смотрите, социалка, что такое социалка? Первые полгода, когда вы приезжаете только в войну в Польшу, вам дается жилье. Государство оплачивает. Первые полгода. Вот. Я здесь нахожусь уже 3-й год. Естественно, потом заканчивается социалка вот это вот, первые полгода. И по-любому ты идешь на работу, потому что хозяин жилья, которого вы снимаете, он уже вам приносит, которое вы обязаны платить, живя в его жилье. Комната это или квартира, неважно. То есть где ты это возьмешь, его не интересует. Никто мне этого не даст. Хочешь, не хочешь, надо идти работать. Все. И благодаря тому, что мы работаем, у нас есть возможность вот так вот поездить по польским городкам, селам, посмотреть, полюбоваться и вам показать. Так Вы что думаете, вот мы с Виктором, у нас машина, у Павла машина. Это то. Машину позаправлять. Вы Каждый думаете, это гуманитарка нам дала? За $150 каждый месяц на заправку автомобиля. Это гуманитарка, наверное, дает. Да, соцпакеты, все это. Нет, это На все. еду так же само, Может быть, вы $250. сравниваете с Да. Германией. В Германии, да, там сидят. и там то не учат- все, да, там и то, любят работать, да. там много рабочих людей. Ну, там еще закон Я такой, как-то пока вот не это выучишь не язык, ты обращал не внимания, имеешь а довольно права много. идти. Много пишут, типа, на социалах сидите, на кринцатых фильмах. Нет, ребят, мы не сидим на социалке. Мы берем, работаем и сами обустраиваем свою жизнь. И я думаю, теперь вы понимаете. И больше не задавайте таких вопросов. Да, не пишите там, да. Если вы думаете, что мы сидим на социалках и имеем это все, давайте так, приезжайте завтра и садитесь в Польше на социалку. Да, и посмотрите И сами, посмотрите сами вживую, да, как оно все происходит и что вам дают. Чем вас кормят, как вас как одевают. говорят, вроде это самое, что польское панство не дає вже соціалу. Уже, да, но давало же раньше. Ну, было, конечно. И я понимаю, что люди разные, кто-то специально не хочет работать, кто-то хочет Ну вот да, на шариках. на шарика посидеть в каких-то вот таких домах, допустим, да, не платить ни за дом, ни за жилье, ни за коммуналку. Ни за что, просто жить бесплатно. Не, друзья наши, мы не такие, мы нормальные люди. У Да нас и нет такого. Нет уже не то, что мы Я не постоянно, такие. вот так Этого скажу, нет. Сколько я в Польше, я постоянно все время тружусь. С одной работы на другую бегаем. Да, работаю, всю жизнь тружусь. Так что вы думаете, что я снимаю фильмы для вас, показываю, выходят видео часто
на канале. Вот, и я нигде не работаю, так же само вот и Виктор с Викторией, они нигде не работают. Вы ошибаетесь, друзья. Мы работаем, поскольку, как вот Виктор говорит, на социал не проживешь. Не проживешь. Вообще. Значит, тем более, если автомобиль есть. Вот. Его заправить нужно, заправить во-первых. И его нужно кормить, ремонтировать. За сами ним знаете, нужно да. ухаживать. За аренду жилья платить нужно. За аренду жилья платить. Аренда жилья дорого. И да, сами знаете, как это. Так что на социалах сидите. Да мне это просто, я думаю, какие-то тролли просто пишут. Ну, я тебе так скажу. Но это... тем не менее отвечать надо на эти комментарии. Кто бы это ни писал, людям интересно. Сейчас. Я думаю, это не тролли, Паш, пишут. Это пишут те люди, которые обижены на каких-то национальностей, Ну понимаешь? да, наверное. И им что-то не нравится. Типа. С одной стороны, я поляков понимаю, они не любят таких людей, потому что им государство не дает такое, как, допустим, дает беженцам, тем людям, которые приезжают в эту страну за лучшей жизнью. И государство... А что должны давать, что государство должно давать полякам, которые живут в своей стране, в своих домах? Ну вот, допустим, давай возьмем 800 плюс. Дают же. ж. Ну, это Дают. для детей. Я беру вот просто 800 плюс. Ну, По факту я понимаю, что это должно быть только коренным жителям Польши. Вот они это, украинцам тоже они, я же к чему это и говорю. А поляки обижены на это, что государство еще дает обцукраевцам. С этой стороны я еще могу понять, да, что... Ну хорошо. Опять же, давайте разберемся, с чего дают эти 800 плюс. С чего они? С налогов поляков. Ну, А не мы только же поляков, тоже и нас платим. тоже налог. Я имею в виду, да, я неправильно выразился, с налогов граждан, которые работают в Польше. Да, да, Все, вот так это то же самое. Смотрите, у меня детей нет, я плачу налог. С моего налога кому-то идет эти 800 Правильно, правильно плюс. говоришь. И так идет, вот смотрите, цепочка это вот идет эта. цепочка, да. То есть у Так меня же вот само у тебя 18 будет лет ребенок, достигает ты будешь ребенок. получать, и так, ну, Да, а у кого-то нет. да. 18 лет достиг ребенок, да, например, все, и у него заканчивается 800 плюс. У кого-то рождается этот ребенок, которому 18 лет, он идет на работу и платит этому, который родился, эти 800 И плюс такой круговорот, налогов. да. И это всегда так. И это нормальный круговорот. Да, это нормально. Ничего не украли, ни у кого ничего не забрали. Мы работаем, вот, и Честно, зарабатываем каждую И- копейку. да, и у нас все высчитывается, так же, как и у вас. Налоги, да, сплачиваем. И почему, ну я тоже, я не понимаю до конца, то проезжали тут с той Украины, к примеру, вот, и съездите на социал. Страна пускает, мы приехали. Не пускала бы страна, мы бы не приехали. Если вам что-то, ну как сказать, если вы нас настолько ненавидите и не любите, да, ну пишите куда-то, я не знаю, жалуйтесь, да. Страна пускает, мы работаем. Кстати, я вам так ще скажу, ребят, drodzy наші поляки, українців за dużo jest w Polsce, tak wiem, ale jeszcze nie ma w Polsce za dużo Indusów. Но никого нету, кроме украинцев. Индусов. Заметьте, белорусы, украинцы только здесь. Да, И россиян вообще все. нет Русских нету, национальностей других нету. Белорусы, украинцы, поляки, все. І, Ну, еще есть эти... і ще хвилька, і ще powiem так, kiedy będzie za dużo Indusów w Polsce, to wy zobaczycie, jak tu będzie w Polsce, tak jak w Indii. Який сиф. Так, і będzie syf. Цыгане нету. Ну, цыгане tu jest, ale... Но их мало. Я их имею в так. виду колоссально, как нас вот украинцев, нас прям много. Я имею в виду вот так вот прям много. Ну там, ну есть какие-то национальности, но их по пальцам посчитать. Зай. О. Их мало. I powiem, że tak, zobaczcie, jakie tu będzie śmieci, syf, jak tu będzie nie tak w Polsce, jak teraz jest. Вони до конца не wiedzą як то, а якби то було би, якби то стало так, тоді би вже inaczej by rozmawiali. Te by Tak, nie powiedzieli. Naprawdę myślisz dobrze. Dlatego ja chciałbym powiedzieć to naszym drodzy Polakom, tak, o co chodzi. Так же самое я же говорю, у меня нет детей, но я кому-то плачу эти 800 плюс, да, с другой Ну. стороны. И я не возмущаюсь. Ні, то просто powiem, że так, то є незадоволені якісь поляки. які Так, то- to jest jakaś oddzielna kasta, tak,
я mówiłem o tym, którzy jest niezadowolony. Да, есть, разделились поляки, конечно. Есть хорошие, которые понимают всю ситуацию, помогают. Ну и есть такие, к сожалению, которые, ну вот что никак, сделать? уж никак не могут смириться с этим. Вот. Ну, а те, которые Они не нам то могут Бандера смириться, вспоминают, то еще кого-то. Боже, я при Бандере не жила даже не знаю, кто это такой. Я так же самое. Понятия не имею. Волынская резня, еще что-то. Но, Я не знаю, когда кстати, это было. сейчас, секунду. Смотрели с Викусей кино про Волынь, да, Викусь? Создатели были поляки, он так и называется «Волынь». Я был, честно, под этим очень впечатлен, как отличается наша История. украинская история от польской. Разная, да? Ужасно разная. То есть я не понимаю, то ли это делают специально властя наши, так вот разделяют государство, чтобы у нас была между ними вот такая вот потасовка, какая-то. ненависть, да. То ли это есть на самом деле правда со стороны поляков, как они показывают, потому что мы не знаем нашу правду истории Украины, как нам это в школах У нас там перекручено уже так. преподносили, А я да, думаю, что в каждой стране перекручено. к своей выгоде, правильно? Да, в каждой Кому стране, как да, выгодно, своя да. история. И у русских, скажем так, своя история, что они там, да, Советский Союз был, и все были с ними, и война, и земли ихние, и все остальное. У нас история наша, что мы независимы, что мы отдали ядерку, да, свою и все остальное. Мы не знаем, это все только то, что рассказывают. В Польше своя история, да. В Польше своя история, что вот украинцы когда-то убивали поляков. То есть Волынская ничего резня мы не была. можем доказать, ничего мы не знаем. То, что книги нам дают, то мы и едим, то мы и, как говорится, грубо скажу, хаваем. Вот, правды никто не знает, просто людей друг против друга лбами сталкивают. Опять же, для чего? Опять же, для чего? Для того, чтобы в случае войны было чем манипулировать. Но еще хочу добавить насчет этого фильма. Настолько это правда-неправда со стороны поляков, как они это показывают. Он называется так «Волынь». Ну, они по своей истории просто Вот. показывают. Но я вам скажу так, что посмотрев этот фильм польский, я понял, что украинцы реально резали по фильму. Я это вам буду говорить по фильму, по истории не знаю. Как этот режиссер преподнес этот фильм. Комментарии, может, больше знают люди. Мы посмотрели с Викусей этот фильм, честно, у нас были мурашки по коже от того, что якобы украинцы делали с поляками. От того, что топорами рубали, детей мордовали, убивали, да. От того, что отжали землю, Львов, там, Ивано-Франковск. Это было по фильму. Западную часть. Да, это была по фильму якобы польская территория. А у них забрали это. А наши украинцы, Да. повстанцы УПА, отжали у поляков вот эту вот землю. Так что это по фильму мы рассказываем. Опять же, нацики против нациков. Вот. Так что, ребят, я понимаю, этот ролик наберет хайпа. Он сделан не для этого, он просто сделан для того, что ну накипело, Рассуждение. накипело нам уже. Накипело. Вот Так же здесь, сами мне за язык. Вот это так, блин, русский язык, украинский. Какая разница, кто как общается? Люди, ну, понимают друг друга. это Если я важно. хороший человек или они хорошие люди, какая разница, на каком языке я буду говорить? конечно. именно. Если я плохой человек, вам не поможет то, что я буду говорить на польском. Я все равно буду, ну, плохой. И возьмем еще одну ситуацию. Поляки нас не любят. Да мы нормальные люди, мы работящие люди. У нас есть руки, ноги, мы любим работать, мы не сидим на социалках. Чего вы к нам так относитесь плохо? Но пока у нас идет война, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать. Ничего. Как бы мы ни хотели домой в свои дома. Да. Домой сейчас я понимаю, что если я приезжаю домой сейчас, то меня просто посылают на убой, убивают меня и все. И нет у меня уже. Сейчас хоть Да. я снимаю видео, вот показываю людям, сам живу, радуюсь этой жизни. А потом все закончится для меня. Так что Ну, я не пойму, кому просто будет легче, например, если Паши не станет. Да, кому Да. легче. Вам будет Мне легче? писали, я что-то видео, мне писали, что нигде не едь, типа, никому легче не станет от этого. Да. Никому, абсолютно. И то, что мы тут ходим, да, у вас тут в Польше, по дорогам вашим, мы соблюдаем ваши правила.
Мы чтим соблюдаем ваши традиции. традиции. Мы стараемся ничего не нарушать, даже учитывая то, что мы не знаем этих традиций. Да. Мы пытаемся ничего, как бы сказать, мы не пытаемся, мы на самом деле есть хорошие люди. Мы добросовестные, мы ответственные, мы работящие. Мы не хотим никому вреда причинить. Но мы за всех не можем сказать, мы только будем Конкретно говорить Мы за конкретно себя. говорим за Потому себя. что да. есть у нас есть и такие, которые не Да у очень вас всех хорошие. национальностей такие люди. На этой нотке, я думаю, мы закончим эту тему. И Не будем возвращаться. да, к этой посмотрите, какой красивый костел, вот куда мы пришли. теме. Костёльчик вообще красивый. Да. Шикарный просто. Вот. Мы наслаждаемся польской архитектурой. Настолько мы полюбили, вот, Страну. дорогие наши поляки, вашу страну. Да. Почему вы видите у нас на канале одни фильмики, которые восхищение Польшей, наслаждение. Понимаем, это ваша заслуга. Комфорт этой страны. Это ваша, да, заслуга. Мы приехали уже так, как нам пишут, на все готовое. Но, на жаль, у нас в стране мы такого не имеем. Если вы И сами, это не от нас зависит. и вы сами знаете почему, потому Мы что тоже это- там платим налоги, но мы не знаем. там все налоги идут вот Куда сюда, они идут? чиновникам, вот сюда. А у вас, дорогие поляки, вот куда все идет. Вот мы купили с Виктором машину, мы заплатили налог. Мы продадим машину с Виктором, мы заплатим налог. Но мы видим, куда это идет. Это все делается для граждан. Почему я так и громко называю все ролики свои, как они есть? Потому что реально мы восхищены, мы гордимся, мы вам показываем, как оно на самом деле есть. Ничего не преувеличиваем, ничего Мы не... показываем больше, наверное, не полякам, потому что они здесь живут и знают, как здесь. Мы больше показываем, наверное, людям, которые чему здесь не стремиться были, нужно? которые здесь не были, которые остались там, допустим, наши в Украине остались. И к чему нужно Вот, стремиться? которые здесь никогда не были и вряд ли попадут по разным причинам. У кого-то, может, денег нет, у кого-то обстоятельства, у кого-то работа, у кого-то что-то, у кого-то кредиты, еще что-то, в общем. Поэтому мы показываем просто как здесь. Как жить нужно? Потому что нас тоже ведь настраивали против Европы. Еще В и нашей как стране настраивали, нас конечно. тоже настраивали и говорили, что здесь плохо. И самое, знаете, главное, что вот мне нравилось такое вот одно выражение: загнивающая Европа. Здесь жизни нет, здесь То все есть, я так хуёво. понимаю, у каждого своя пропаганда. Нас пропагандировали в нашей стране, что здесь плохо. Вас пропагандируют, возможно, против нас, да? Тоже своя пропаганда. Вот так вот все. Просто людей вот как, не считают за людей. И сталкивают лбами специально. Да, чтобы ругались, чтобы войны были, вот, чтобы ненавидели друг друга. В случае их невыгоды это будет все работать. Вот мне тоже говорят, ты что, не патриот своей страны? Ну почему не патриот? Я люблю свою страну, я там родилась, я там выросла, вот. Меня там воспитали по их правилам, которые в этой стране. Но человек все равно понимает, где лучше, где красивее. Он же видит, правда? Он ведь знает, где работа лучше, где заработки лучше, где жилье лучше. Вот. Причем тут патриот, не патриот. Каждый человек стремится К лучшей жизни. к лучшей жизни. И это нормально для нормального человека. Допустим, возьмем, да, мы приехали в Польшу работать, потому что мы хотим лучшей жизни. Поляки едут в Германию работать, потому что Да, они так хотят же лучшей само жизни. ваши люди В Англию, тоже во уезжают. Францию. То есть вы поднимаете экономику другой страны, а мы поднимаем экономику вашей страны. И вот это нормальный круговорот, обмен людьми с другой страны в другую, с одной страны в другую. Каждый нормальный человек старается ради семьи. Вот и все. Ради того, чтобы было лучше. Вот. Ну, а человек, который, конечно, прям патриот, как говорят, сидит на жопе ровно и обсирает нас в комментариях. А мы любим комментарии. Вот. Мы И сидит в своей хрущевке, в кредитах, с дивана пишет
которые тоже в кредите. Просто меня осуждают, и я отвечаю тем же. Мы любим читать комментарии, мы отвечаем на все комментарии, даже на плохие комментарии отвечаем, потому что мы хотим с вами содействовать, мы хотим с вами общаться, мы хотим, чтобы вы нам какую-то информацию доносили, вот то, чего мы не знаем, и мы вас просим, что подскажите нам. Кстати, по поводу войны тоже отвечу. Мы не военные люди. Да. Мы не умеем всем этим заниматься. Что мы будем делать в своей стране? Как мотивировать? Смотри, что я увидел, Викусь. И слева вот тоже под звоницу покажи. Красавец мчится. Скорый поезд к дому мчится. Прилечу домой, как птица. Прилечу, как птица я. ЖД вокзал города Чемпинь. Чемпинь. Вот он такой манюсенький стоит. Ждет своих, как они называются, пассажиров, клиентов. Ну, в первую очередь, поездов. Пока сюда шли, обратили внимание, что сирота стоит. Что-то его здесь оставили. Наверное, ночью кто-то что-то будет воровать. Либо металл, либо медь, либо уголь. Что-то здесь нечисто. Заходим в подземный переход, чтобы добраться до того ЖД вокзала. Но нам, правда, в ЖД вокзал не нужно, нам нужно в туалет. Будем что-то сейчас думать. Давайте, пока будем идем, как раз покажем вам состояние подземных переходов. Посмотрим, как они засранные, не засранные, чистые, ухоженные. А вот, кстати, лифт есть. Работает, да? И что, и куда он идет? А он наверх, там где я... Не, это наверх, тут что там сверху был. Там, где я предлагал вам, да, спуститься лифтом. Ну, это, естественно, для багажа, для инвалидов. Короче, ребят, чисто, ухоженно, бомжей нет, как вы видите. Для воды. Вдруг чего, вот сток воды есть, чтобы когда мало ли водичка попадет. Да. Здесь даже экран, расписание. Вот расписание належно będzie pociąg o 16:25. A ile mamy? 16:20. Выход на перроны. И это, ребятки, в маленьком городке Чемпинь. Нам нужно налево. Poznań główny, Wrocław główny, Leszno. To nam nie trzeba. Nam trzeba do góry. Wyjście do miasta. Моя любимка такая шустрая, что я за ней даже не успеваю. Нам прямо. Указатель. Вот. Это к ЖД вокзалу. О, а нам нужно прямо. Ну, похоже на Томши. На Томаши похоже, да? Да. Есть такие сходства. Так само, да? Да, в Новом Томашле, там, где мы жили, было такое похоже. Вот еще обратите внимание, детская площадка. Ну, такое что-то, тренажеры какие-то, да? Да, можно развлекаться, вон там люди сидят. Викусь, я сначала подумал, это наша машина стоит. Похоже. Да. Давайте пройдемся вместе с вами, с нами, и покажем цивилизацию этих уборных, как здесь. Вот интересно мне, бесплатная уборная или платная? Кстати, да. И в этом сейчас мы с вами убедимся.
Вот, пожалуйста. А, кстати, да, вот эта штука классная. Хочешь На поехать в место. Познань, приезжаешь сюда велосипедом, оставляешь, садишься на электричку и И едешь. поехал, да. И вот тоже штука классная. Билет можешь вы это самое выпить что-то. Вот да, вот подошел на ЖД вокзал, билетик, купил себе, заказал. Вот туалет, а? Ну, где дамский? Дамский. Без разницы, я так понял. Копейки нужно кидать. Картой нельзя. Картой нельзя, да? Час ужиткования, максимум 15 минут. А хотя тут стоит, короче, так, отвірання дві. Короче, да. Не видає решти. А у тебя нету копеек, да, Паш? Да вообще нету. Я не брал кошелек. У нас тоже копеек нету. Плохо. Что делать? Плохо, что и картой нельзя расплатиться. Но у нас есть народный способ. О, кстати, а там же тебе сдачу она давала, тебе десятку. Там Может, 10, да, то дышка только Может в жабку пойти разбить? дышка. О, кстати, вариант. Пашка идею толкнул, я сейчас вон в жабку сбегаю, Жабка рядом. по мелочам разобью. А сколько здесь минимально идет? 2 злотых. Я побежал. Вот нравится жабка в воскресенье. Пришел, поменял. Вот, допустим, не было жабки рядышком, да? Вот что бы мы делали без жабки? Все, пропали бы, понимаете? А жабка всегда нас выручает. И это круто. Ура! Ура! Мы, Пописаем. мы пойдем в туалет. Так, мы как дикари, Я так Викуська, думаю, сюда ложить. вверх. Не, вверх. Бери два. А ну, златовку, возьми златовку. Угу. Ложи. И что? На кнопку. Все, нажимай кнопочку. А что требует? Не, оно должно автоматом. Вот, значит, не хватает. Еще нужно доложить. Давай доложим. А сдачу тебе не отдадут. Животные. О, теперь мигает. Вот, зеленым. Нажимаем. И все. Все. Пошли вместе, Викуська. Ручку вот так. Раз, водичка потекла. Допустим, мыло, да? Ручку О, и мыло пошло. Ничего руками трогать не нужно. Там датчик движения, видишь? Да. Сушарка. Вот я в ручке помыл. Все. И вот такой вот выход. Дается нам 15 минут для туалета. Мы вправились за 4 минутки, можно как бы быстрее, да? Нажимаем кнопочку, дверь сама автоматом открывается. Все, и мы выходим. Прогулялись, посмотрели. Мы отвечали на комментарии, которые нам пишут. Всякое, извините за выражение, говно. А мы читаем все комментарии, нам это интересно. И на этой ноте мы закончим прогулку по этому прекрасному польскому городку Чемпинь. И вот так вот, лайкосики за видосики. И если что, ждем от вас каких-то поправок, если в чем-то мы где-то не правы. Моя ты девочка.